Привет. Это Фидель из инфогруппы АШС. Кроме расследований, мы бы хотели озвучить несколько слов о нашем общем ближайшем будущем. О политике, о идеологии, на которой можно построить новую Беларусь. Наш народ сегодня находится под ударом. Но это не первый удар в нашей длинной истории. Мы его выдержим. Ведь проблема у нас только одна. Это преступный режим Лукашенко. Он выполняет в нашей стране роль смерти. С ним исчезли политики. Погибли оппозиционеры. Умирают политзаключенные. 1 миллион человек исчез из страны. Они уехали. Нас становится меньше, а жить становится хуже. Мы не сторонники мистики, но Лукашенко четко выполняет задачу по уничтожению белорусского народа. Очевидно, что он ведет этноцид, но все меняется. И все имеет свое завершение. В Вильнюсе завершился саммит НАТО. Для АШС он никаких сюрпризов не принес. Мы хорошо представляем интересы западных стран. И если часть их решений совпадает с интересами нашего народа, то в других плоскостях, важных для нашего выживания, у нас с ними совпадений нет. У Тихановской прошла встреча с сенаторами США. А еще есть еще одно фото с Байденом. Правда, на фоне литовского флага. Если она типа лидер и президент, не стоило делать фото на таком фоне. Больше результатов нет и не будет. Эти люди пусты. Они фейк, созданный для вас от сурковских специалистов и белорусских спецслужб. Вы сами все видите. За 3 года они потеряли даже то, что нельзя было потерять. И что же они там обсуждали? С Байденом ничего. А с сенаторами просили денег и обсуждали ядерное оружие, которое собираются завозить в Беларусь. Это тяжелая тема. Я Путину, когда я не просто его уже просил, я уже требовал, верни мне ядерное оружие. Не надо стратегически, мне зачем? С Америкой же я не собираюсь, тактического вполне достаточно. Искандер... Лукашенко утверждает, что тянет ядерное оружие в Беларусь для нашей защиты. Это не так. Если оружие разместят в Беларуси, американское оружие появится в Польше. Это будет созданием баланса. Но баланса не для жизни, а для смерти. Баланса быстро уничтожить друг друга. Лукашенко действительно наша смерть, тянется за смертью. Наше поколение забыло о ядерной угрозе. Мы заигрались в компьютерные игры. Предыдущие поколения не имели такого опыта и знают, что все конечно. И мир человечества может быть конечным тоже. Они пережили подряд 2 мировые войны и применение этого страшного оружия в Японии. И хорошо это помнят. Как и то, что угрожать им просто так нельзя. И ядерный шантаж, которым последнее время занимался Лукашенко, неприемлем. Да, потрепала тебя судьба. Но ты пока не нужен. Ядерная война пока отменяется. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Власть Лукашенко, конечно, как и все в мире, приближается большой трансфер власти, как в Беларуси, так и в России. Казахстан уже прошел этот процесс. Причина трансфера банальна – возраст. При этом система в стране должна оставаться стабильной. И это все происходит одновременно с трансформацией механики безопасности всего региона. Но не будем пока лезть в геополитические сферы. Их затронем в следующих видео. Сегодня мы не можем подтвердить, что ядерное оружие уже находится у нас в Беларуси. Однако это не означает, что оно не появится у нас позже. И тогда, может быть, и этот бункер пригодится властям. И есть ряд факторов, которые помешают Лукашенко пройти трансфер. Мы рассмотрим их один за другим. Главный фактор, который, скорее всего, окажется непреодолим для него, это его здоровье. АШС имеет некоторое представление о этом. Мы достаточно плотно, еще с зимы, близко изучаем эту тему. Главная проблема большого трансфера власти в Беларуси для лукашистов в том, что их режим персонифицирован. Все сосредоточено персонально на Лукашенко.
При этом президент не имеет легитимности. Он назначил себя сам, и власть Лукашенко держится на силе. Но не на армии в целом или на МВД, а на отдельных силовиках, которые, по сути, такие же бандиты, как и Лукашенко. Это уголовники, которые даже имеют свой координирующий орган – Совет Безопасности. Мы считаем, что диктатура в Беларуси с недавних пор действует как типичная латиноамериканская хунта. Как у Пиночета, но с белорусскими особенностями и поправкой на 21 век. Страна в таком состоянии находиться не может. Это не работает. Чтобы жить хорошо, нужны деньги и технологии, но никто не будет вкладываться в белорусского Пиночета. Таким образом, сегодня у силовиков, которые охраняют Лукашенко от народа, есть надежда только на него, а у него только на Россию. Так или иначе, но Россия покрывает Лукашенко, добиваясь своих целей. В результате, пока есть Лукашенко, силовики действуют по закону. Нет Лукашенко, они становятся преступниками и убийцами. Убийцами собственного народа. Поэтому для хунты вопрос здоровья деда стоит остро. Он катастрофический. Вы должны понимать, есть Лукашенко, есть режим. Нет Лукашенко, все разбегаются. Почему так? Все очень просто. Легитимность Лукашенко – это захват власти. Но он прикрыт вроде бы избиркомом. На этом основании его признают Россия и Китай. Но признают конкретного человека. Если нет человека, который избирался по Конституции, то нет и признания его режима. Человек в этой схеме обязателен. Без Лукашенко его режим накрывается. Как бы игроки на поле не рассчитывали его сохранить. Это закон. Закон современной политики в отношении подобных режимов, как второй закон термодинамики физики, обойти не получится. У Лукашенко целый букет заболеваний. Для своих лет он выглядит достаточно трухлявым. Ведь для политики он молодой. Ему нет 70 лет. Но он не дотягивает. У него есть несколько старых и новых хронических заболеваний. Несмотря на то, что он считает себя спортсменом, а на самом деле он был максимум физкультурником. Лукашенко человек достаточно болезненный. Итак, здоровье. В начале нулевых годов, в 3-4, он заболел раком простаты. Это очень тяжелое заболевание. Его лечат, но не до конца. У Лукашенко на простате было 2 операции. Одну ему сделали в Вене в 10-е годы. Обратите внимание, он полетел в Австрию, а не в Москву. В Москве он не доверяет. Вторая операция была сделана уже в Минске в середине мая текущего года, через 4-5 дней после возвращения Лукашенко из Москвы с парада на Красной площади. Лукашенко был очень плох. Операцию делали наши белорусские врачи. После операции он быстро пошел на поправку. Сейчас чувствует себя хорошо. Есть 2 связанные друг с другом проблемы. Годы дикой борьбы за власть, уничтожение своих противников и постоянный страх перед покушениями создали дикий стресс. Это привело к тому, что сердечно-сосудистая система Лукашенко фактически разрушена. Во второй половине 10-х годов у Лукашенко дважды были проблемы с инфарктами. Сделать что-либо с сердечно-сосудистой системой невозможно. Также у Лукашенко всегда была склонность к сахарному диабету. Мы подозреваем, что у его родственников тоже была эта болезнь. И она его не минула. С 2007-2008 года у Лукашенко нашли сахарный диабет 2-й группы. Он очень тяжело переживал это заболевание, не мог с ним смириться, это можно понять. Фабрика «Коммунарка» даже разработала специальный шоколад-президент на основе заменителей сахара. Эти 2 болезни оставляют Лукашенко считанные месяцы жизни. Но он сам в это не верит, не хочет. Он уверяет себя, что протянет еще 10-15 лет. На что же рассчитывает Лукашенко? Он уверяет и себя, и окружающих, кто доживет до 2025 года и сохранит власть пожизненно в рамках изменений в Конституции на посту ВНС. В 2025 году ни на какие выборы он уже не пойдет. Он понимает, что это вызовет восстание. Но до 2025 года он вряд ли доживет.
Этот комплекс болезней не оставляет шансов. Поэтому сценарий здоровья максимально вероятен. Наша задача, как протеста против диктатуры, быть готовыми к моменту, когда Лукашенко в очередное утро не поднимется. На улицы больших городов в этот день выйдут толпы. Это будет большой праздник для многих. И прежде решения вопросов непосредственно трансфера власти, подполье должно обеспечить решение контроля над ситуацией. В этот момент режим развалится, страна будет настоять на грани хаоса, а хаос откроет двери для российских силовиков и простых решений Кремля. Подполье должно регулировать эту ситуацию, быть готовым охранять наших людей. Отсутствие контроля за ситуацией со стороны подполья может привести к максимально негативным сценариям. Например, к силовому вмешательству Москвы. Потому что смерть Лукашенко – это черный лебедь для большинства игроков на поле. Дойти может вплоть до развала страны и начала гражданской войны в Беларуси. Поэтому мы обязаны действовать и готовиться. За нас никто ничего не сделает, и в нашу пользу никто ничего за нас не решит. Я не хочу наблюдать, что в плохих сценариях могут сделать с моим Минском. Мы приходим строить новую Беларусь. Надо сохранить все, что может пригодиться для ее строительства. Мы должны действовать, разумно применяя силу и нашу злость, не провоцируя катастроф. Итак, первой задачей подполья будет регулирование и охрана толп народа на улицах Минска и областных центров. Мы должны четко взять власть, а не устроить хаос и провокацию своему же народу, как в 2020-м поступила оппозиция. Второй задачей будет обеспечение контроля и безопасности критических точек инфраструктуры страны. Помним, нельзя подставиться. Но надо, чтобы все происходило быстро и под контролем. Один из самых важных пунктов в этой задаче – не дать сбежать из страны основным чиновникам и руководству силовых ведомств. И не дать уничтожить улики и документы. Третьей задачей будет взятие политического контроля. Но есть важное «но». Представители режима Лукашенко и политические аферисты из официальной оппозиции не должны суметь воспользоваться ситуацией. Они не должны влезть в происходящее. А их набежит целая толпа. Все будут рваться, чтобы прикрыть свое предательство и остаться в Новой Беларуси. Но мы все устали от их саботажа. Пользы от них никакой, только вред. Подпустим, они опять нам все испортят. Итак, сегодня мы рассмотрели один из наиболее вероятных сценариев нашего будущего. А вот что произойдет, если Лукашенко умрет своей смертью. Если вы с нами и понимаете, что нам необходимо спасать себя, к этому всему необходимо готовиться. Вам не надо никуда записываться. Вам не надо никому раскрывать себя. Подполье не имеет и не должно иметь централизации. А любые списки членов нужны только ГБЮ и губошлепам. Поэтому никаких ботов или сайтов, куда надо что-либо писать, не будет. Даже наши каналы в Телеграме, на них не надо подписываться, если вы находитесь в Беларуси. Вы можете прочесть информацию оттуда и без подписки. Если вы против Лукашенко, вы уже с нами. Этого уже достаточно. В следующие месяцы постепенно в каналах ХШС будут появляться необходимые инструкции, как можно безопасно организоваться, вести деятельность и самостоятельную подготовку. А в следующих роликах этой серии мы расскажем и о других вероятных сценариях большого трансфера власти в Беларуси. Еще раз повторю, никаких списков. Никаких ботов, никаких схронов. Наши деды во время партизанки ни в каких ботах не нуждались и обходились без телефона и интернета. Нам сегодня гораздо проще, чем было им в час их испытаний. И поэтому работаем дальше. Мы победим.